какой-то момент ты думаешь, что вот оно, чудо, ты нашел чудо-таблетку, после которой жизнь наладится, ты будешь жить еще долго и счастливо. Ну а потом выясняется, что у вируса, который убивает твой иммунитет, может выработаться иммунитет на те лекарства, которые убивают сам вирус. В самом начале приема терапии я думал, что это финиш. Финиш всего плохого, что со мной происходило, и после этого все наладится. Я пойду на поправку, не будет никакой головной боли, мне останется просто принимать таблеточки, и все, в общем, у меня будет хорошо. Ну и сразу после этих мыслей последовал первый тревожный звоночек. Уже после первых анализов выяснилось, что моя вирусная нагрузка перестала падать, хотя под давлением антиретровирусной терапии она должна опускаться при хорошем сценарии на постоянной основе, ну и дойти до неопределяемой вирусной нагрузки. И тогда можно считать, что все в принципе неплохо. Вместо этого у меня, точнее не у меня, а у вируса выработалась резистентность к одному из компонентов препарата, который мне выписали. Помимо этого, еще и сама терапия, по моим ощущениям, приносила гораздо больше вреда, чем пользы. И я даже, честно говоря, иногда задумывался, что терапия может меня угробить гораздо быстрее, чем сам вирус. Ну и плюс пришло понимание того, что хорошо, терапию мне изменят один раз, второй раз, третий, пятый, десятый, но с тем количеством вируса, которое было у меня в крови, а его было очень много, терапия может начать сопротивляться с любому назначенному лечению. А количество препаратов, существующих на рынке, оно не бесконечное. И рано или поздно может прийти момент, когда просто не останется вариантов. И что я буду делать в этой ситуации? Это будет уже конкретно финиш. Тем более то, что мне поменяли терапию, а на анализы я должен был приходить раз в 3 месяца, нагоняло еще большей тоски, потому что я понимал, что мне назначили новую терапию, а возможно она не будет работать. А об этом я узнаю только через 3 месяца, а состояние моего организма и так на тот момент, в принципе, критическое. Ну и это нагоняло очень сильной паники. Ну и плюс последним в этом списке было то, что я попал в замкнутый круг. Я понимал, что рано или поздно меня выпишут из больницы. Ну и дальше для того, чтобы жить, мне нужно будет постоянно до конца своих дней принимать эти таблетки. Чтобы получать эти таблетки бесплатно, а они стоят очень дорого, мне нужно постоянно официально работать. Чтобы постоянно работать, соответственно, мне нужно как минимум выжить. Ну а чтобы выжить, мне нужно постоянно принимать таблетки. И на этом круг замкнулся. И ты ходишь по этому кругу, не понимая, где из него выход. Формально эта история даже не про ВИЧ. Она по сути про состояние, которое может коснуться каждого. Когда ты думаешь, что ты нашел решение и самое страшное уже позади, а потом понимаешь, что впереди не финал, а неизвестность. Я думаю, к этому вопросу я еще, возможно, вернусь, потому что именно здесь появляется вопросов гораздо больше, чем ответов.